Добрый день, друзья! С вами вновь ваш доктор Куров. Как вы знаете, я практикующий врач-психотерапевт, сексолог и семейный психолог. А сегодня, как никогда, нам нужна взаимная поддержка. И поэтому традиционно прошу вас поставить лайки, подписаться на мой канал и обязательно задавайте мне вопросы, обсудим в комментариях данную тему. И сегодня у нас рубрика «Степ-разбор», который я придумал специально для вас. Разберем разбор Вероники Степановой Шульман «Психологический портрет старой девы». Разоблачение иноагента. Поехали! Я бы начал, наверное, даже не с Шульман, а с того, почему нашу Вероничку привлекают такие женщины, как Шульман, Хакамада и Собчак. Когда Вероника вещает в каждом из таких псевдоразборов об астероидности, нарциссизме, желании покрасоваться и быть услышанной публикой, это чистейшей воды проекция своих неразрешенных страхов. Странная вещь. У Вероники 2 ляма подписчиков, а просмотров 150-200 тысяч на ролик. У Шульман 900 тысяч, а просмотров в разы больше. 1,5–2,5 миллиона. Все с точностью наоборот. Значит, то ли у нашей Эллочки-людоедки подписчики фальшивые, то ли одну слушают, а на другую подписываются про запас. Как на шута, скомороха. Не слушать, а смотреть на ее кривляние, когда настроение ни к черту. Ведь ту категорию людей, которые преданно ее смотрят, ну никак нельзя отнести ни к самой начитанной, ни к самой креативной, ни к самой инициативной. А ее душевных, самых тактичных и ласковых подписчиков я обязательно выпущу отдельный ролик. Позже. Обещаю. Трудно, знаете ли, не будучи прожженным блогером, сочетать практическую психотерапию и публичное роликотворчество. Но надо расти и развиваться. И обещаю, буду развиваться. И на вас, стая фанатов-вампиров, млеющих под заклинание Веронички. Но снова о ней. Она прекрасно понимает, что удерживает свою аудиторию именно тем, что транслирует на нее их собственные раздражения, их ощущение ущербности, невежества, беспомощности, которыми в избытке переполнена сама. Глумиться над чужими успехами, достижениями, личностными особенностями, в желании принизить, погремасничать, по-детски построить рожи – удел тех, кто не обладает сам никакими особенностями, способными выделить их из толпы. Агрессивное желание подмять под себя и перемолоть все, что чем-то отличается от этой серой и безликой массы. Ее умелая игра на низменных инстинктах этой толпы и дает ей ту покорную и умиляющуюся от ее остроумия аудиторию, которая льстит ее ненасытному тщеславию, но с другой стороны никак не дает успокоиться и наслаждаться жизнью и достигнутым. Она, вероятно, догадывается, что эта толпа при первой возможности ее саму затопчет, и так же, как обгаживаемых ею героев обользет грязью и вмиг без сожаления забудет. Нажатием одной клавиши легко перейдет на очередной канал стендапа или пещерного юмора. И это ли не цена тех инстинктов, которые разжигает ее канал и подобные им на телевидении или ютубе, не говоря уж о тиктоке или инстаграме. Посмотрим, с чего начинает разбор наша Вероника. А начинает она с комплиментов ваш. Ну и свой, конечно, адрес. Сейчас буду играть на ее поле. Лицедейство из Стёба. Итак. Сегодня мои котятки
У нас в меню на растерзание Екатерина Шульман. Противная зазнайка. И, конечно, Шульман не умна, а только прикидывается, пользуется заученным набором штаммов и цитат. Конечно, это не вы, мои саблезубые зрители, мало читаете, туго соображаете и не умеете анализировать. А Катерина говорит заумными фразами, не понимает, о чем говорит, писклявым голосочком и тараторит. Это не у нее увлеченность и эрудированность вкупе с опытом и знанием предмета. А я знаю, маниакальность. Ха-ха-ха! Что, не ожидали? Нравятся вам мои диагнозочки? Вот вам еще. Так говорят сектанты и жулики-мошенники. Они люди, обладающие способностью быстро и эффективно мыслить. Как вы могли бы подумать? И не дай бог расстроиться по поводу своих способностей. А вы не понимали, милые. Ну ладно, моя любимая, целую вас, обнимаю. Моя любимая. Вот как оно выглядит на самом деле. Это не ваша мордочка искажена гневом и плохо прибрана, а зеркало кривое. Вуаля! Это мой любимый манипулятивный прием разговора с тепилами. Теперь же все становится ясно, и ваши интеллектуальные ресурсы реабилитированы. Отлегло? А если нет, то я вам добавлю. Вы-то мои элегантные, знаете толк в современном мире и реальности, умеете хорошо и модно одеваться, получать удовольствие от жизни. А эта выскочка Шульман только и знает, что теоретизировать на политические темы. Издеваться над своей внешностью, ходить как старый зачуханный мымра. Искусно себя состарила и специально посидела. Ну, ради корысти, а не страдая и пытаясь возвратить к жизни к своего мужа. А вот посмотрите на меня. Ну, я же ее ровесник. Ну, какая умница и красавица. Не заставляю себя сильно много думать. Не могу читать. Ну, дислексик я. Да и слушать аудиокниги тоже ни к чему. Трудно, знаете ли. Пусть массажистка мне перескажет. Я вся такая, как вы, мои любимые котятки, из грязи и копоти земли нашей. Но только более успешная и скромная. Ваша королева. Завидуйте и преклоните колени, бандерложки мои милые. Вот смотрите, как я ее утрамбую своими диагнозами. Она шизоид, мозаичная акцентуатка, да не берите в голову, что такого определения нет. Аутистка, колдунья, демагог, присоска на госорганах. Вообще давайте добьем ее уничижительными. Девочка, мультяшная ведьмочка, глазки хитрющие, сумасшедшая шизофреничка из дурдома. Ну ладно, хватит пока, потом дотопчем. А сейчас я вам на нашем простом, народном перескажу мысль Шульман, которую надо было сказать так, без враждебным нам ругательных аллегорий, по-настоящему, чтобы вам, нам, простым было понятно. Зачем с такой скоростью, с такой истерикой говорить о простом так сложно? Зачем? Давайте я вам скажу, вот какой пример того, как можно и нужно было сказать по-другому. Вот все то, что она сказала. Вот все у вас как на параде. Салфетку туда, галстук сюда, да извините, да пожалуйста, мерси. А так, чтобы по-настоящему, это нет. А как это по-настоящему, позвольте осведомиться? Желаю, чтобы все. Желаю, чтобы все. А как это еврейки? Да не подумайте. Мы не расисты какие или нацисты, как в этой проклятой Германии. Помним, не простим.
и всех печенегов и половцев тоже. Так вот, как ей не повезло по сравнению с нами, продвинутыми. И родилась-то в юродивой профессорской семье с каким-то набором личностных акцентуаций по сравнению с нами, выровненными по единой линейке. И общается с занудными учеными, и говорит слишком быстро и увлеченно. Любит иммигранта Набокова, а не любит нашего все Достоевского. А если не читали ни того, ни другого, не беда. Я вам в следующий раз перескажу все своими словами. Пишите, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на меня, любимую. А вот и еще страшилки. Ну, для вас. Ее мужа, которого чуть не забили насмерть битой в подъезде, чудом выжившего, давайте поменяем местами с его соседом-бандюганом, заказчиком покушения, не простившим ему наглости выигрыша в суде по закону и возврата общего имущества жильцов дома. Какая разница, кто есть кто? Кто шляпу спер, тот и старушку убил. Главная интрига. Так вот, переименуем его из литературоведа в мафиози, поотжимавшего на рейдерских захватах миллионы. Нет, мало. $500 миллиарда. Вот теперь в самый раз. Хорошо. А еще, как обещала, немного ее попинаем. Ишь ты, все твердит о пользе России. Еле боящийся в интервью откровеннейший по президентов прекрасной России настоящего нам такое говорить. Мы, как настоящие, красивые, яркие представители народа, смело и непредвзято вопрошаем прямо из Мексики. Что полезного ты, Екатерина Шульман, для меня, как для российского народа, делаешь? И еще добавим с гордо поднятой головой. Ваше Величество, да. Вы знаете, что я старик честный, да. Старик прямой, я говорю правду в глаза, даже если она неприятна. Ну, да. Позвольте вам сказать правду, Ваше Величество. Ну, позвольте вам сказать прямо, грубо, по-стариковски. Вы великий человек, государь. Да нет, Ваше Величество, нет, мне себе не перебороть. Я еще раз повторю, простите мне мою разнузданность, но вы, Ваше Величество, великан, светило. Естественно. Я, как настоящий патриот, даже в Мексике живу без иностранных вливаний на ваши, мои милые котятка, денежки. Помните, вам недавно приходила рассылка от Теле2 с предложением посетить мои семинары онлайн. Так это случайно. Просто реклама сама себя профинансировала. Не виновата я. Не виноватая я! Он сам пришел! Меня никто никогда не оплачивает. А Шульман иноагент. У нее было действительно очень много источников иностранного финансирования. Фигня, что специалист международного уровня. Публикуется в каких-то идиотских журналах, преподает в университетах. Вражина, короче. Мне знающие люди шепнули. Ну, вы знаете этих шептунов. Это мои источники информации. Ну, когда сплетнями и слухами не пользуюсь. Ну вот, теперь и вы, и я довольны. Утоптали очередную либераску. Мы ж с вами это, ой, как любим. Браво! Браво! Итак, друзья мои, поделитесь впечатлениями. Понравился ли вам мой новый эксперимент? Этот Степ-разбор. Вся подробная информация о записи ко мне на прием и консультациях по ссылкам под видео. До новых встреч! Ваш архитектор судеб доктор Куров.